Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы клеили пенопласт на нашу пристроечку, как мы ее утепляли. А сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы утепляли фундамент. Напомню, фундамент у нас идет так называемый свайно-ростверковый. Мы сначала бурили и заливали свай, потом поверх заливали уже непосредственно ленту. Такой фундамент так или иначе надо утеплять, чтобы он не промерзал и не напитывал влагу, не разрушался, да и в целом так гораздо лучше. Крыльцо мы пока еще никакое не строили, пока в раздумьях, какое лучше сделать. Возможно, даже сделаем перед домом небольшую терраску, но это пока опять же только в мыслях. Напомню, что участок у нас наклонный, и там, где вход у нас от дома до порога примерно почти 70 сантиметров. И как вы видите, к другому углу дома идет очень таки достаточно серьезный наклон. Сам дом мы утепляли пенопластом пятеркой, но фундамент мы будем утеплять пеноплексом, потому что данный материал абсолютно гидроскопичен, он не впитывает влагу и гораздо лучше подходит для утепления фундамента. Использовать мы будем пеноплекс пятерочку 5-сантиметровый, и в дальнейшем будем его штукатурить. А штукатурить мы на первом этапе будем его обычной клеевой смесью, которая клеит, покрывать стеклосеточкой и вмазывать ее туда. А сам пеноплекс к бетонному основанию мы будем клеить на клей-пену, точно такую же, как мы и клеили наш пенопласт, когда утепляли фасад дома. Ну и вот пошла работа. Вдоль дома мы вырываем траншейку, так как фундамент нужно утеплить полностью, под самый ноль. И, как видите, траншейка достаточно неглубокая. На самом деле, вначале она от силы идет сантиметров 15-20 вниз, потому что дальше у нас идут сваи, а утеплять сваи нет смысла. Поэтому мы будем утеплять фундамент до свай. А в дальнейшем будем делать отмостку, где-то на полметра, на сантиметров 60 от дома, чтобы мороз не проникал непосредственно вниз в грунт к сваям. Берем нашу клей-пену, наносим ее на пеноплекс, как требует инструкция, выдерживаем 3-4 минуты на открытом воздухе, чтобы пена расширилась и приняла свое нормальное состояние, а потом пережимаем листы и ждем, пока они подсохнут. Но работают все, даже наша малышка помогала нам копать. Вот что получается на первом этапе. Все стыки аккуратненько, где достаточно широкие получаются швы, мы пропениваем той же самой клей-пеной. Потом, когда она засохнет, мы просто ее срежем. По другой стороне мы тоже вырываем траншейку, чтобы утеплиться ниже уровня грунта. И здесь уже траншея получится достаточно глубокая, так как у нас фундамент в среднем 60-70 сантиметров, а с одной стороны вы видите, что он почти висит в воздухе, а в другом углу дома он реально заглублен на те же самые 60-70 сантиметров. Копаем, ждем, пока немножко подсохнет, очищаем от пыли. В идеале, конечно, надо было грунтовать, но, к сожалению, грунтовки не было под рукой. Я думаю, пеноплекс и так не отвалится. Все равно он будет в дальнейшем перекопан, да еще и пережат в придачу отмосткой. И точно так же на клей-пену начинаем аккуратненько, ровно под лазерный уровень расклеивать наш пеноплекс. Все получается достаточно ровно и красиво. Лазерный уровень все-таки вещь абсолютно необходимая в таких работах, да и в целом в хозяйстве. Вот мы наклеили весь пеноплекс. И в дальнейшем начнем его оштукатуривать. Утепляемся мы, конечно, по кругу. С одной стороны у нас пристройка прилегает к дому, там мы ничего не делаем, а по 3 остальным сторонам полностью проклеиваемся, утепляемся. Как я уже рассказывал в предыдущем видео, удобно работать допоздна, фонарь светит прямо напротив дома на длинную часть фасада перестройки. Поэтому с этой стороны работать можно было до самого поздна. И в дальнейшем начинаем
первоначальную черновую штукатурку. Берем наш клеевой состав. Я пользовал клей для наклейки непосредственно утеплительных плит. Это церезит ST82. По инструкции замешивал его в ведре с водой. И в дальнейшем уже начинал штукатурить пеноплекс. Говорят, что пеноплекс удобнее пройти терочкой, чтобы лучше к нему клеился состав. Ну, хотя он и так. Я не проходил, он и так нормально клеится. Ножичком подрезаем все неровности, убираем все излишки пены и начинаем. Наносим слой штукатурочки, переклеиваем к ней стеклосетку, вмазываем ее вовнутрь и потом в дальнейшем точно так же замазываем шпателем. Все выравниваем, делаем ровненько и красивенько. По углам ставим пластиковые уголки с сеткой, чтобы если мы будем их там ходить и задевать, не дай бог, то не отвалилась наша штукатурка. Да и с такими уголками гораздо красивее все получается. Ну и вот результат. Кстати, обратите внимание, что интересно. И фасад, и фундамент штукатурены одним и тем же составом. На пеноплексе он почему-то светло-серый, а на пенопласте темно-серый. Возможно, от того, что оба этих материала впитывают влагу по-разному. Но для меня это осталось загадкой. В принципе, на этом все. В следующем видео я вам расскажу, как мы штукатурили наш фасад. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем нашу перестроечку. Всем пока!